Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию вкуснейший куриный закусочный рулет с оригинальной яркой начинкой. Такая закуска непременно станет украшением праздничного стола. На моем канале уже есть рецепты очень вкусных интересных закусок, ссылки оставлю в описании. Если вы еще не подписаны на мой канал, рекомендую подписаться, впереди будет много интересных рецептов. Начну с подготовки ингредиентов для начинки. Для первой начинки мне понадобится один красный мясистый перец. Его нужно запечь в духовке. Для этого разрезаю пополам, удаляю семенную коробку и все перегородки. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом, срезом вниз. Кисточкой наношу немного растительного масла. Запекать буду в духовке при температуре 200 градусов 25-30 минут. А в это время подготовлю другие ингредиенты. Для пикантности понадобится чеснок. Добавляю 2-3 зубчика. Их нужно мелко порубить ножом. Также мелко измельчу одну луковицу. Разрезаю пополам и каждую половинку нарезаю на мелкие кубики. У меня луковица весом 100 граммов. Измельченные ингредиенты пока перекладываю в отдельные миски. Тем временем запекся сладкий перец. Чтобы проще было снять с него шкурку, перекладываю половинки перца в миску, плотно накрываю крышкой и оставляю постоять минут 15. А пока подготовлю вторую часть начинки. Для этого разогреваю сковороду, кладу 20 граммов сливочного масла, добавляю 1 столовую ложку растительного, лучше взять оливковое. В разогретое масло выкладываю 125 граммов листьев свежего шпината. Я их предварительно хорошо промыла, откинула на дуршлаг и просушила от влаги. К шпинату добавляю третью часть измельченного чеснока. Добавляю соль, перец по вкусу. Листья шпината держу на огне буквально несколько минут до мягкости и снимаю с огня. Начинку перекладываю в миску, пусть немного остынет. Образовавшуюся жидкость оставляю, она не понадобится. Возвращаюсь к сладкому перцу. За это время он хорошо пропарился, очищаю его от шкурки и перекладываю в отдельную емкость. Итак, все ингредиенты для начинки готовы. Теперь подготовлю фарш для рулета. В чашу побольше отправляю 750 граммов куриного фарша. Добавляю 1 яйцо, 2 столовые ложки панировочных сухарей, оставшийся порезанный чеснок и измельченный лук. Добавляю 1 чайную ложку соли, черный молотый перец по вкусу, по 1 чайной ложке итальянских трав и сладкой паприки. Специи можете добавлять по своему вкусу, какие вам больше нравятся. По желанию в фарш еще можно добавить немного молотого имбиря. Он придаст еще больше пикантности и аромата. Фарш нужно хорошо вымесить до однородности. Отбивать его не обязательно. Для сборки рулета понадобится фольга. У меня фольга узкая, поэтому беру 2 листа, кладу внахлёст друг на друга и еще один лист поперек, чтобы закрыть шов. Рулет буду собирать на бумаге для выпечки. Выкладываю весь подготовленный фарш. Разравниваю в пласт толщиной 1 см. Старайтесь, чтобы везде получилась одинаковая толщина. Можно помогать себе силиконовой лопаткой или кухонным шпателем. Получилась основа из фарша размером 26 на 25 см. Первым в начинку пойдет плавленый сырок. У меня весом 80 граммов. Я его разрезала на 3 равные части. Укладываю их в ряд, отступая от края 2 см. Следующий ряд – это шпинат. Если в миске образуется лишняя жидкость, ее нужно слить. Шпинат разравниваю ровным слоем шириной 5-6 см.
Рядом со шпинатом выкладываю подготовленный запеченный перец. Каждую половинку разрезала еще на 2 части, укладываю внахлёст друг на друга. Каждую часть начинки старайтесь укладывать плотно друг к другу. Скручиваю в рулет. Делаю это очень аккуратно, чтобы сохранить форму и последовательность рядов начинки. Ну и чтобы рулет получился ровным. С помощью ножа или кухонного шпателя почищаю бумагу для выпечки, сглаживаю поверхность рулета и закрываю швы. Чтобы рулет хорошо держал форму, старайтесь заворачивать его очень плотно в бумагу, при этом разравнивая поверхность. По бокам закручиваю конфеткой тоже максимально плотно, как бы утрамбовывая рулет внутри. Заворачиваю в фольгу. Рулет запекаю в духовке при температуре 180 градусов в течение часа. Через 60 минут достаю рулет и даю ему полностью остыть в фольге. После этого убираю в холодильник еще на несколько часов для стабилизации. Никакой груз я сверху не ставлю. Мой рулет провел в холодильнике ночь. Теперь убираю в фольгу, бумагу для выпечки и нарезаю на порционные кусочки. Рулет получился очень нежный и ароматный. Он прекрасно держит форму, а начинка выглядит ярко и оригинально. Форма начинки – это простор для фантазий. Запеченный перец можно укладывать по-разному, чтобы получился интересный рисунок. А вместо плавленного сырка отлично подойдет творожный сыр или сыр фета. Тут все зависит от ваших желаний или предпочтений. Но одно могу сказать абсолютно точно. Такой закусочный рулет получается всегда очень вкусным и красивым. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие рецепты. А я всем желаю приятного аппетита!